Змеи по своей силе и мощи не уступают практически ни одному животному. Да что там, почти каждый человек, услышав слово «змея», залезет на верхушку любого дерева. А все потому, что все наслышаны об их невероятной опасности. Но что произойдет, когда змея встретится с курицей? И как вот эта лягушка сможет избежать своей неминуемой смерти? Сегодня вы станете свидетелем самых невероятных моментов, когда змея связалась не с тем противником. С вами царь зверей. Да начнется охота! Вырастая, питоны достигают таких размеров, что способны заживо проглотить целого леопарда. Но самое сложное – это убить его. Огромная змея напала на большую кошку. Оба участника драки понимают, что нужно реагировать моментально. Одна ошибка – и все закончится фатально. В момент, когда леопард пригнулся, питон запрыгнул на него и начал обвивать тело жертвы. Вот только, похоже, кошка уже знала все наперед и резко вырвалась из схватки. На этом моменте исход битвы уже решен. Змея с позором уходит. Благо, что леопард помиловал и отпустил проигравшего. Змеи – отличные охотники, могут справляться со своими жертвами даже в одиночку. Вот только что произойдет, если они сплотятся в кучку? Эти ребята так и сделали, когда заметили одинокую игуану, подумав, что для них это будет легкой добычей. Этот вид ящериц отлично бегает. Поначалу бедняга даже отрывается от погони. Вот только неожиданно одна из змей хватает его за хвост и начинает обвиваться вокруг него. Кажется, что исход битвы уже предрешен, но не тут-то было. Проворная добыча пользуется невнимательностью хищника и вырывается из последних сил. А дальше пошел настоящий паркур. Взгляните, как выживший запрыгивает на скалы. Но зато теперь будет что рассказать своим собратьям. На первый взгляд, исход этого боя уже предрешен. Маленькая лягушка находится в пасти змеи и уже почти съедена. Но у малыша припрятан козырь, а именно яд. Их кожа выделяет токсины, которые способны убить того, кто прикоснется к ним. Вы можете заметить, как надулся хищник, а ведь он еще даже не проглотил добычу. Ну и, конечно же, охотнику пришлось выплюнуть свою жертву. Гремучие змеи пугают не только своим видом, сколько звуком, который издают. Они вызывают страх у жертвы тогда, когда их даже не видно. Этому ястребу повезло наткнуться на одну особь, которая, видимо, громко шумела, чем и привлекла внимание птицы. Пернатый даже не дал своему сопернику и шанса на победу, разорвав змею за несколько секунд. Эх, не зря говорят: сиди ниже травы, тише воды. Тогда можно было бы избежать этого неприятного столкновения. Некоторые птицы считаются мирными и послушными, например, индюки. Но в этом видео все пошло немножко не по тому сценарию. Маленькая змея оказалась посреди дороги, когда ее заметила индейка. Ну, я не думаю, что у нее есть шансы сбежать, ведь она очень заметна на фоне асфальта. Это больше напоминает мне издевательство, чем охоту, ведь птица уже давно могла съесть добычу, но не делает этого. Кажется, это настоящая дикость. Ну как курица может драться со змеей? Но именно такую схватку и пережила эта мать, которая защищала своих цыплят. Хищник заметил малышей и начал подкрадываться к ним, но материнский инстинкт птицы сработал в нужный момент. Варан встретился лицом к лицу с черной коброй. Кажется, что у змеи есть все, что нужно для победы. Вот только она совершила ошибку, посчитав ящерицу за слабака и отдав ему свой хвост. Дело в том, что во рту у этого парня находится огромное количество бактерий, так что даже если кобра сбежит, жить ей в любом случае осталось недолго. А во-вторых, на нижней челюсти у него есть железы, которые предположительно вырабатывают яд. Теперь бедняге остается лишь смотреть на свой откушенный хвост и считать минуты до смерти. Удивительно, на что готовы матери ради защиты своих детей.
Эта белка вступает в драку со змеей, лишь бы та не подошла к ее чаду. Кобра, по всей видимости, даже не считает грызуна за серьезного противника. Вот только она еще не знает, на что способны животные, когда на кону находится жизнь их ребенка. Питоны – жестокие убийцы, которые сжимают свою жертву до тех пор, пока та не задохнется, а затем проглатывают добычу целиком. Этим ребятам не важно, что пихать в рот. Они могут съесть даже арбуз за один укус. Чего уж говорить о животных. Этот леопард, видимо, очень заинтересован в том, кто гуляет перед ним. Причем он даже не нападает, а лишь просто наблюдает. Вот только змея подумала, что кошка хочет напасть на нее, и делает небольшой рывок, который приводит в ярость огромного хищника. Детеныши кобры заметили маленьких цыплят и подходят к ним явно не с целью познакомиться. Благо, что рядом оказалась мама, которая защитила их. Просто взгляните на то, как оберегает курица своих детей, встав перед ними. Конечно же, такие малыши-змеи не в состоянии что-либо сделать такому огромному животному, и ребята прекрасно это понимают, поэтому отложили свою охоту до тех пор, пока не подрастут. Сурикаты – это очень любопытные животные. Когда на своем пути группа заметила змею, то им сразу же захотелось познакомиться поближе с хищником. Вот только кобра не поняла намека маленьких мангустов и подумала, что на нее нападают, поэтому начала обороняться. Ну и, конечно же, это привлекло внимание всего стада. Они начали издеваться над беднягой, пока тот не решил уйти. А как думаете, кролики – боязливые существа или же нет? Что ж, хочу показать вам это видео. Змея обхватила этого малыша и уже готовится к трапезе. Осталось лишь подождать совсем чуть-чуть, пока бедняга не задохнется. Вот только сегодня кто-то останется голодным. Мать-кролик замечает обидчика, и вместо того, чтобы убегать и спасать свою жизнь, она вступает в драку. Храбрый поступок, вот только очень рискованный. В конечном итоге ребенок остался живым, а змея сбежала. Эта крыса решила напасть на змею, когда заметила, что ее ребенок пропал. Оказалось, что хищник уже почти проглотил малыша, вот только благодаря реакции своей матери он остался жив. Еще немного укусов, и обидчик убегает в страхе от разъяренной мамы. Чем змеи выделяются на фоне других животных, так это тем, что их рот вместит в себя любой предмет. Мне кажется, будь они чуть больше, эти ребята давно бы уже планету проглотили целиком. Здесь виден процесс поглощения пищи. Сейчас хищник думает о том, как съесть все целиком и при этом не повредить себя изнутри огромными рогами. Поначалу все идет отлично, но из-за оператора, который находится рядом, змея очень напугана и совершает ошибку, откусив острый как нож рог. Теперь с большой вероятностью во время переваривания ее органы повредятся, и она умрет. Маленькие птички обычно разлетаются в разные стороны при виде змеи. Вот только у этого парня явно в глубине души какая-то личная неприязнь к этим животным. Взгляните, как отважно он дерется, не боясь возможных последствий. Хищник не может даже поймать пернатого, который постоянно уворачивается от всех ударов. А конец боя просто шокирующий. Птица одолела змею. Даже змея офигела от такой наглости, когда белка сама напала на нее. Первое время она просто смотрит на своего обидчика и не понимает, что ей делать. Даже не ясно, кто в этой ситуации охотник, а кто жертва. Грызун делает все четко, постоянно держит расстояние и не дает себя укусить. К сожалению, без понятия, чем закончилась эта битва. Глядя на всех куриц из предыдущих видео, я понимаю, что это самые лучшие матери в мире, готовые защитить своих цыплят любой ценой. Несмотря на то, что здесь собралась целая группа змей, она не отступает и стоит до последнего. Каждый раз, когда бандиты пытаются нанести ей удар, они тут же получают клювом по лицу. Спустя несколько безуспешных попыток маленькие кобры решают уйти. С вами был Царь Зверей.
И предлагаю прямо сейчас посмотреть один из двух роликов, которые появились на вашем экране.